Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики и те, кто, быть может, случайно заглянул на канал Таро Эспиратьоне. Таро расклад. Что вас ждет до конца лета? Давайте узнаем, что происходит сейчас. Мы, конечно, узнаем в первую очередь, чтобы вы могли сориентироваться, насколько вам подходит этот расклад. Не будем терять времени, давайте перейдем. И у нас сегодня колода 78 дверей. Это метафорические, по сути дела, карты, которые больше о событийных передают нам состояниях нашей жизни. Самый главный вопрос – открыты двери или закрыты двери. Может быть, куда-то мы и сами не пойдем, правда, больно надо. Ну, давайте посмотрим, как карты видят, чтобы вы могли сориентироваться, насколько вам подходит наш расклад. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Так с кем они готовы говорить? Или какую историю продолжать? Скорее так. Что происходит в вашей жизни прямо сейчас? С какими энергиями это связано? Как видят карты. Правосудие. Здесь, знаете, как какой-то закон кармы. Два старших аркана, и среди них и правосудие, и император. По сути, две карты по закону. Как будто, да? Вы можете, кто-то из вас, ожидать какого-либо документа, который касается напрямую, может быть, места вашего пребывания или вашего бизнеса, вашей работы, вашего статуса в первую очередь. И этот статус, он может проигрываться сразу в нескольких сферах жизни. Это могут быть и сами по себе документы, где вы сейчас находитесь, в паре вы сейчас или какие у вас отношения. Две карты нам могут говорить о том, что меняется ваш статус. Может быть, отношения выходят на новый уровень. Здесь могут быть такие ситуации, когда они тоже будут связаны, с одной стороны, с буквой закона, решением конкретного человека. И в данном случае может выступать как император ваш партнер, супруг. Ну или супруга. Перекладывайте на себя, потому что все же мы все разные. Иногда и девушки, женщины, будем говорить, они тоже очень настойчивые и умеют так вот хладнокровно решать деловые вопросы. Хотя у кого-то это будет, когда вообще ситуация извне, вы ни о чем подобном, допустим, сейчас это у вас происходит, вы ни о чем подобном не думали или где-то не ожидали подобного поворота событий, а здесь вас в последнее время жизнь столкнулась с тем, что вам и приходится как будто, возможно, менять место жительства, я такое могу допустить, или когда вы вообще для себя рассматриваете новые варианты работы. По этим двум старшим арканам вы отправляетесь в какие-то инстанции, или вы от этих инстанций, от чиновников получили какие-то сведения, и вы теперь тоже где-то ждете, или понимаете, что неважно, тут у каждого свои желания, но есть все же буква закона. Все же две карты власти, они говорят о том, что тут вы находитесь как в периоде ограничений. Не на все вы можете в принципе влиять. Да, конечно, по аркану правосудия это то, что нам буквально мы можем сказать по судьбе. Или развиваются события, как невидимая сила ведет вашу жизнь и вас тоже в том числе. И, может быть, вы уже столкнулись не раз с такими ситуациями, когда прикладывали и усилия, что-то для себя решали, а потом получается так, что отбросила жизнь вас на пару шагов назад, может быть, даже и дальше того места, с которого вы начинали. Вот по этим картам я могу предположить. Планы есть. Вы точно знаете, что вы хотите. Наверное, это самое главное, но на вас влияет, да все, что только возможно влияет на вас влияет. На вас могут влиять как и законы сами по себе, или какие-то структуры. Сейчас такое тоже я могу предположить. У кого-то может быть ситуация, когда сильными мира сего. Все же меня смотрят, я знаю это. Меня смотрят мои расклады люди, которые на разной ступени иерархии стоят. И для кого-то это контакты с конкретным человеком, с которым сложно договориться, вот по аркану император. Конечно, в идеале хотелось бы видеть этого императора мудрым человеком, который понимает, что есть ряд условностей или обстоятельств. Но с учетом аркана правосудия, то тут, скорее всего, две карты будут говорить: вы, мои дорогие, во власти событий или чужих решений.
И вы можете где-то выжидать, потому что вам еще предстоит с кем-то договариваться, проходить еще некоторую ступенчатость, пока вы оформите, к примеру, документы, или пока вы что-то узнаете, или пока придет решение вышестоящих инстанций каких-то. Может быть, это связано с работой, может быть, это связано с вашей личной жизнью или местом пребывания. Такое тоже я могу допустить. И тут миллион вариантов, что же происходит сейчас. Я могу сказать, что ваши ощущения, когда вы не хотите себе сделать плохо. Вы, может быть, и прежний период он у вас был такой, что вам приходилось много раз подстраиваться. Вот теперь точно. Быть кому-то удобным или удобной вам однозначно не хочется. Но и пока тысячи еще пока неопределенностей, правда. Несмотря на 2 четких вот этих аркана, но мы спрашиваем, что происходит в вашей жизни сейчас. Вы-то знаете, чего вы хотите. Вы знаете, как вы хотите, как и оформить по закону, так и с кем вы хотите договориться или дальше взаимодействовать. Но жизнь, она в каком-то другом ключе. Все же старшие арканы говорят о том, что на вас именно влияют, как и люди, причем, может быть, законы или те люди, которые наделены властью, они имеют рычаги влияния больше, чем вы. И вам ничего другого не остается, вот как этот человек. Мы говорим, открыты двери или закрыты. Ну вот кому-то вы их открываете, эти двери, а перед кем-то, может быть, и закрываете. Имеется в виду, понятно, это как метафора. Вы от кого-то закрываетесь, вы боитесь, что любой момент придут какие-то новости, и вот, может быть, вы не успеете как сориентироваться по какой-то ситуации. Поэтому вы таким образом пытаетесь себя подстраховать. Что же происходит прямо сейчас еще? Еще одна карта добавляет по аркану Луна. Мы должны как попасть вот за эту дверь. И нам изображена не что-нибудь, а Пизанская башня, которая падает. Ну, падает она много веков. И стоит, тем не менее. Может, и простоит еще дольше. И тем не менее художник изобразил дверь под наклоном, что нам все равно именно туда нужно попасть. Но нам показана беременная девушка, женщина, которая прогуливается по берегу. Она ждет. Вот и у вас сейчас период ожидания. Словом, все то, что я сказала, эта карта подтверждает. По аркану Луна мы действительно себе не хотим навредить. Мы действительно ищем какое-то убежище. И вот зачем нам нужно попасть? За эту покосившуюся дверь или в эту башню? А потому что не очень много выбора. Есть одно место пребывания или есть одно какое-то место безопасности, и мы там должны находиться. Мы не обладаем какими-то ресурсами по всем картам, которые у вас выпали. Так, чтобы вы кардинально могли изменить то, что сейчас происходит. Это не ваши власти, мои дорогие. Но все же по аркану Луна, если мы говорим, то закрывает этот грот, то открывает, и так ведь даже непонятно по карте, что же этот человек делает. Ну, может быть, и вы стараетесь так вот позиционировать себя в коллективе, в обществе, или, может быть, идя на какие-то переговоры, разговоры, подписание тех или иных документов, когда вы именно эмоциональный фон или отношения хотите оставить при себе, чтобы никто не знал о том, что вы истинно думаете. Вы, скорее всего, уже какой-то опыт явно прошли. Вот та ситуация, в которой вы сейчас находитесь, да, она может быть с новыми нюансами. Но я могу сказать, с учетом аркана правосудия, она сама по себе, то есть причина этой ситуации, она явно не нова. Вы с чем-то подобным уже сталкивались. И теперь вам нужно какой-то красивый ход совершить. Но как это сделать? Тысяча неопределенностей. Карта дает подсказку. Ведь дверь, она не имеет замка, но она имеет стража дверей. И это не кто-нибудь, а хамелеон. И если мы говорим, что мы должны попасть в место нашей безопасности, то тогда, прежде чем мы эту дверь откроем, нам нужно договориться с хамелеоном. И вот все то, что я говорила. Какая-то у вас сложная ситуация, мои дорогие. У кого-то, правда, может быть по жилью. Или пусть это личная история, история вашей пары. А может быть, эта пара была прежде. Меня смотрят много людей, и понятно, у каждого своя судьба. Или то, что произошло до этого периода, как вот вы открыли этот расклад.
оно вынуждает вас тоже, с одной стороны, вроде как и подводить какие-то итоги, а с другой стороны, не упустите шанс. И шанс вроде бы как есть по аркану Луна. Но, как мы с вами говорили, это же Луна. Карта может нам говорить еще и вот о чем, что выглянет солнце, все встанет на свои места. Это вы тоже сейчас можете испытывать, ну, как внутреннее такое состояние, когда вообще что-то просчитать невозможно. Значит, нам не говорят, не называют сроки, но, может быть, пройдет какое-то время. А если мы немножко вот перейдем на астрологические аспекты, я делаю этот расклад последняя декада июля. И последняя декада июля, так же, как и первая декада августа, энергии таковы, что вряд ли будет тут какое-то быстрое развитие. Я могу предположить, что это будет скорее уже вторая половина или середина августа. А вот с сентября там может самое интересное начаться, или там как что-то запускает невидимый механизм движения. Поэтому приготовьтесь, может быть, даже вот по этим 4 картам, если где-то откликается история, которую я рассказала, постаралась передать, но с учетом 3 старших арканов тут какая-то, может быть, даже гремучая связь, мои дорогие, когда все сферы жизни задействованы, в едином клубке что-то перемешано. Или как этот кубик-рубик, никак ты его не сложишь, и уже голову сломал, потом пришел к выводу, что да нет, вот лучше открывать этот или закрывать грот, потому что от меня ничего не зависит. Или вы уже пытались неоднократно, но ВОЗ и ныне там, или вас словно жизнь отбрасывала, как я об этом говорила. Но, тем не менее, вот надо дождаться этого солнца, какого-то определения. Может быть, чиновников, может быть, решения, если действительно не все в вашей власти. Или, когда будут меняться законы, вы можете, кстати, и ждать, что есть в сыром виде какое-то положение, да, допустим, но уже было объявлено, что будет что-то пересмотрено. Так и тоже в нашей жизни, оно, в принципе-то, так и есть. И вы можете на это надеяться, кстати, но ни одна карта не говорит, что ты надеешься, и именно это твое намерение, цель, мечта сбудется. С чем вы сталкиваетесь? Давайте немножко продолжим. Вы можете сталкиваться с тем, что вам не знакомо. Нулевой аркан. Вы можете сталкиваться с какими-то переменами. Вы себя можете ощущать словно, ну, где-то как ребенок или как новичок в каком-то деле. И это потому, что и положения меняются, и люди меняются, или какие-то внешние силы воздействия. Тут тоже все проходит какой-то новый этап, но это не то, что у вас как на ладони. Или кто-то вам рассказывает, что же там кто говорил, или в какую сторону развиваются события. Вы в полной неизвестности. И правда, вы можете себя чувствовать напрямую несколько по-дурацки. Потому что тут повлиять невозможно. Вот смотрите, интересно, мы уже с вами с первой картой не раз говорим об этой ситуации, и все остальное, то, что мы с вами достаем, просто дополняет все то, что сказано прежде. И по 4, понятно, Пентакли мы что-то хотим сохранить. Или мы куда-то, опять же, хотим попасть. Двери закрытые. Вот смотрите, мои дорогие. Вы где-то, может быть, вы уже чувствуете интуитивно, что мне скорее придется поступать так, как я даже не планировала или не планировал. Перекладывайте просто на себя. Потому что либо обстоятельства такие зыбко непонятные, да, как какая-то болотистая почва. Тут можно и через кочку как-то проскочить, да, и опереться. Но это может быть и еще и какая-то, ну, условно, топь, в которой мы можем и увязнуть тоже. И даже на сегодняшний день, если вы это чувствуете, вы понимаете, что да, я видел или видела эту задачу с одной какой-то стороны, но тут, скорее всего, придется действовать, ну, совершенно как-то по-другому. И важно будет не потерять времени. Вы, наверное, держите руку на пульсе, прежде чем вы можете кому-то сказать да или нет, на что-то согласиться или решиться на что-то. И на карте нам показывают девушку, которая задумалась, как мне попасть в эту маленькую дверь.
Либо дверь вырасти должна, либо девушка уменьшится. Мы понимаем вот так беспристрастно со стороны. Этого не произойдет ни первого, ни второго. Вот представьте, что это вы, как будто поставили перед собой такую задачу. А если этот вопрос поставить как-то иначе? Ей ведь не просто в дверь надо пройти. Ей нужно оказаться вот за этим забором. И так ли уж это важно, что эта дверь мала? Да нет, вот можно даже посмотреть, увидеть, разузнать. То есть вы сейчас можете, тем не менее, себе какую-то подушку безопасности подстроить, да, или начать какой-то, как поиск информации, рассматривать альтернативные варианты. Вы уже сейчас можете. Пусть вы не можете действовать, но тот, кто владеет информацией, владеет всем. Поэтому для вас сейчас не просто руку на пульсе, но еще и нос по ветру надо держать, это правда. Э, Рассматривать вот эти альтернативные варианты или что-то, что для вас, ну, в принципе, не входило в ваши планы, или мысль ваша, она так далеко не пошла, потому что это то, что, может быть, даже и не хочется об этом думать. Хочется какого-то покоя, хочется стабильности, нам всегда хочется по четверке пентаклей. Но, похоже, эту тему придется решать совершенно иным образом. Но мы себя можем подстраховать. Для нас то, что будет объявлено, или то, что будет меняться, не совсем будет полной неожиданностью. Или вы будете во всеоружии, потому что у вас может быть как тезис-план или списки, да, план А, план Б, план С. И если у меня в одном что-то варианте А не сработало, и ладно, переключаюсь на план Б, а если и Б как-то пролоббирует, тоже хорошо, переключусь на третий план какой-то С и так далее, мои дорогие. Вот правда, вы как будто сдерживаете сами себя. Может быть, вам жалко что-то оставлять? Вот это я могу предположить. Ладно, с чем же это связано еще? А ведь и правда у кого-то вопросы жилья и вопросы денег. Девятка пентаклей, конкретно дом и конкретно деньги. Может быть, у кого-то переезд, покупка дома, продажа, может быть, дома. У кого-то я бы купил или купила, но я не могу здесь продать. И это, в принципе, проблематично. Или какие-то начинаются, может быть, ситуации такие, когда хочешь не хочешь, а ехать надо, как в том анекдоте. Такое я тоже допускаю. И вы пытаетесь продумать, каким образом это совершить. Вы где-то и мечтаете об этом месте безопасности. Кто-то из вас мечтает о уюте, о комфорте, о том, чтобы было больше определенности в вашей жизни, о том, чтобы, может быть, и по части заработка иметь возможность заработать деньги, чтобы в последующем приобрести это жилье. Но как это все совместить? Все предыдущие карты не говорят нам о том, что, кстати, есть какая-то, ну, как финансовая стабильность. Она-то, может быть, и есть. Но нам ни одна карта об этом не рассказала. Нам говорят о том, что не все принадлежит как бы вам. Или тут даже если что-то вам принадлежит, вот примите такую подсказку, кстати, что тут важно будет что-то и не удерживать тоже. И никому ничего не доказывать. Ведь в две карты, как и правосудие, так и император, знаете, если мы словно пойдем на конфликт с сильными мира сего, с представителями власти, чиновников, мы тут ничего не докажем. Более того, вот как по аркану Луна, мы еще быстрее побежим и начнем искать вот эти двери, которые охраняет хамелеон. Сложная, поэтому я и сказала с первых минут, что какая-то очень сложная, запутанная ситуация. Или вы находитесь, может быть, в конкретном месте, на конкретной должности, когда вы тут тоже не решаете, за вас все решают. Или, может быть, вы столкнетесь, и вы где-то уже это можете предположить, что будет реорганизация вашего предприятия, если мы говорим о работе. И поэтому карты-то и говорят, но вот нет на самом деле стабильности. Ее нет вообще, как вы в информационном поле вокруг вас, так и буквально в материальном плане. Тут пока ни разу не про стабильность. Хорошо, с чем это еще связано? Будь готов к неожиданностям. Ну вот я думаю, вот эти 8 карт, которые мы достали, тут однозначно будут или останутся смотреть только те, у которых именно какая-то неразбериха. Кстати, напишите, мои дорогие, что же это такое?
Когда начинала делать расклад, ничего подобного в моей голове не было. А тут прямо, ну, наверное, все переплелось. Все то, что можно представить только. И закон, и какие-то силовые структуры, или высокие чиновники, или люди, наделенные властью. И есть, когда себя нужно, может быть, или спасать, или какие-то осторожные действия, как по аркану Луна, и не попасть в какую-то заварушку. Вот иногда ведь по этой карте тоже так. Может быть, и был какой-то опыт у вас за плечами, когда вы оказались в толпе буквально, или когда, может быть, как обман у кого-то был, вас к чему-то приобщили, к какому-то делу, а потом сделали виноватым. Вот у нас по аркану Луна такое может быть. И поэтому вы себя и не знаете, как защитить. И с другой стороны, вот как могу, так и защищаю. Перед кем-то закрываю я этот грот или закрываюсь сам, сама. Ну, а с кем-то продолжаю контакты, потому что, ну, мы все-таки живем среди людей. Но перемены, мои дорогие, они точно неизбежны. Будьте готовы к неожиданностям. Ладно, мы сейчас сложим эти карты и начнем спрашивать. Так что же с домом? Будет первая карта. Пойдем как по сферам жизни, по энергиям, по наиболее важным пунктам нашей жизни, которые и определяют благополучие. Хорошо. Так что же будет с домом, с местом вашего жительства, пребывания? Все же ситуация действительно изменится, и будет больше ясности. Но аркан императрицы нам говорит: надейся сам на себя. Но наступит тот момент, когда вы сможете больше контролировать. Или когда у вас будет возможность договориться. Там ведь у нас император выпадал, а тут у нас императрица. То есть пусть это будет именно на уровне договоренности или контактов с высокими лицами, представителями какими-то. И тогда вы сумеете донести свою мысль, и я могу сказать, это несколько обнадеживает. Вам никто не собирается делать плохо. Может быть, правда, какая-то ситуация, которую вы не видите, которую, может быть, и намеренно скрывают, или по разным тут причинам не хотят вам доносить эту правду, но наступит тот период или то время, когда вы вот с этими императорами будете словно на одной волне. Или пусть вы не будете на одной волне, но возможность к диалогу железно она у вас будет. И сказать, что к вам как-то преднамеренно относятся или предвзято, нет. Тут ваша будет сильная сторона в дипломатии, в том, что вы будете рассматривать то, что вам либо предлагают, либо с человеком какие-то конкретные контакты, и вы его не отталкиваете. Вы именно идете на какой-то диалог, на общение, и при этом вы очень сосредоточены. Но я могу сказать, может быть, это первый такой позитивный момент, когда начнет проясняться ваша ситуация для того, чтобы вот эта девятка мечей, какое-то ожидание бестолковое, оно закончилось. Или период разочарований. По девятке мечей нас может сдерживать только страх. Правда, тут будет период до конца лета, когда вы себе скажете «пора». И, может быть, как я говорила, на период, если меня смотрите, вот мои видео еще в июле, так и первая декада августа, мне призывают к быстрым действиям. Но и тем не менее, план А, план Б, план С, как мы будем выходить из какого-то заточения, нужно продумать. Вы будете видеть, как вам дальше быть. Вы с чем-то постепенно, шаг за шагом определяетесь. Может такая, знаете, ситуация создаться, когда вас словно сковывает страх. Вот поэтому держите глаза открытыми. Давайте спросим, что же еще будет по части места вашего пребывания, жилища. Еще одна карта, которая говорит по рыцарю мечей: ты куда-то не рвись, никому ничего не доказывай. Вы можете столкнуться, и к этому нужно быть готовым или готовой. С людьми, которые могут вести себя, ну, даже по-хамски. И вы знаете, не берите, не принимайте на себя эти эмоции. Это к вам не относится. Может быть, это конкретная специфика психологии, психики человека. Вот когда мы сталкиваемся с такими персонами, которые нам пытаются что-то доказать. Или, знаете, как на дуэль какую-то словесную нас вызывают, самое правильное не поднимать вот эту перчатку, вот этой словесной дуэли. Пока мы ее не подняли, мы в ней и не участвуем. Но в хорошем смысле эта карта может для вас проиграться как неожиданное известие,
какой-то неожиданный визитер, причем это может быть кто угодно, или вестник, да, мы будем говорить. Почему тут надо, знаете, быть гибче? Потому что вас тут могут словно так это проверять на выдержку, терпение или пробовать, может, разговор так будет построен. Это вот с чем вы можете столкнуться по части дома. Может быть так построен разговор, как будто собеседник, противоположная сторона, вас может прочувствовать. Согласитесь вы на один вариант или согласитесь на второй. И перед вами сразу все козыри никто не раскроет. И было бы ошибочно настаивать на своем. Потому что вот могучий кентавр, вы будете ресурсны. Мы уже об этом с вами говорили. Первый аркан у вас императрица, но и здесь нам сильный человек показан. Вот и вы физически сейчас сильны. У вас действительно хватит сил эмоциональных и физических пройти вот какой-то совсем непростой путь. Но если мы разгонимся, мы можем, конечно, и проломить эти ворота. Но карта ведь нам говорит, то, что ты там потом увидишь, вовсе не обязательно, что тебе понравится. И это будет своего рода как ошибка. Поэтому держите как внутренний баланс, но так и молчание храните. Это точно. Еще один аркан умеренности. Как-то вам надо будет хитро строить диалоги. Вот я вижу так. Вам правильно очень взаимодействовать с людьми, причем может быть правильный диалог даже с кем-то, я такое могу допустить, из вышестоящих лиц или с какими-то людьми, которые, пусть это не начальники, но это какие-то пришлые люди, и что у них на уме, вы не знаете. У вас будет хорошо работать интуиция, но тут может даже, знаете, как статься, что вы куда-то вроде как засобирались, а потом тут так все переиграется, что то место, где вы сейчас находитесь, вы еще даже задержитесь, правда? Что это такое? Что у вас с домом? Вот смотрите, тут правда будет, у кого сейчас проблемы, допустим, по жилью. Кто-то хочет разъехаться, кто-то хочет съехаться. Все же я пытаюсь разные варианты просмотреть, потому что или предположить, проговорить, потому что ту сигнификацию, которую мы сделали, она очень сложная на самом деле. Тут у каждого свое. Поэтому вы фильтруйте, мои дорогие, кто продолжает смотреть это видео, поскольку тут все абсолютно позиции могут не подойти, а подойдет из мною сказанного вот какие-то несколько пунктов. Так, ну, сама преамбула нашего разговора, того, что вы ресурсны физически, в том числе, ну, есть какая-то пауза, но вас словно будет кто-то проверять или может провоцировать на разного рода разговоры. А вам нужно свою канву бесед держать. И где-то молчание – это ваш союзник. Терпение в том числе. Почему? Потому что то, что вам как будто предлагают, или то, что вы узнаете, или придет какая-то весть, и это не то, что это фейк какой-то, или это неправда, но, видимо, вокруг происходят еще какие-то события, которые уже вроде что-то определилось, вроде уже наметился какой-то прорыв, а после этого снова какая-то пауза, и словно вас как поставят перед фактом, что тут перемен никаких не будет. Вот я такое могу допустить. Или вы в конце вот этой эпопеи узнаете какое-то решение, но вы-то победитель, самое главное, наверное, из всей этой сложной ситуации. Вы победитель, но завершится она совершенно не так, как вы предполагали. И развиваться какая-то ваша жилищная ситуация или место вашего пребывания, обитания, здесь тоже будет совсем не так, как вы бы этого, может быть, и хотели. Или так, как вы просчитали, думали. Да нет, тут будут влиять именно какие-то силы извне. Ладно, давайте мы с вами узнаем, а что вас ожидает в любви и в личной жизни. Опять тысяча неопределенности, аркан Луна. Давайте мы узнаем, а чего хотите вы. Вы хотите уже добрых сюрпризов, позитивных новостей. Хотите, может быть, чтобы с домом где-то тут решились вопросы. Хотите, чтобы с финансами тоже была стабильность. Все то, что нам нравится. Бедная хижина и двое, как мать с ребенком, открывают дверь, а тут подарки. И эта карта, да, действительно, помощи человека или
Это еще и карта баланса и финансового успеха. И я должна сказать, что вот, ну, хоть и сложно у вас, но или высшие силы буквально помогают, или его величество случай, или происходят какие-то неслучайные случайности, или, может быть, жизнь вас ведет с таким человеком, который вам просто даже дельным советом поможет. Почему нет? Но вы благодаря этому, ну, как прочувствуете, каким образом решить ваш какой-то вопрос. Может быть, это по личной жизни мы смотрим. Кто-то из лиц знакомых вам откликнется, да, но это вы чего хотите? Это вы ожидаете. Но больше я так вижу, что с учетом всех трех арканов, ни один ведь о любви не говорит, о личной жизни. Именно больше вопросы согласований, достижений, подписаний документов, самой по себе работы и заработков. Так что же вас в любви ожидает? Мои дорогие, тут не совсем, хотя, конечно, туз жезлов может говорить о том, что действительно, может быть, есть и любимый человек, может быть, вы имеете свой план, но то, что идет по вашему плану, вот так, как вам бы этого хотелось, и на личную жизнь тоже. Удивительный расклад, зачем я его делаю. Правда, у меня уже вот такой вопрос задается, потому что, ну да, карты живут своей жизнью. Да, ну, посмотрите, аркан Луна. Опять какая-то неразбериха. Да, мы спросили, чего же вы хотите, то есть чего мы ожидаем, в принципе. Тут как бы и резонно ожидать, потому что явно нам показывают карты вас как человека ресурсного. Явно раз шестерка, так и восьмерка пентаклей. Это вы знаете, как зарабатывать деньги. Вы надеетесь сами на себя. И у вас по части заработков тут может быть прорыв. Это вот точно. Или пусть это вы что-то новое изучаете, или осваиваете какие-то технологии. Финансовое будущее, которое вы закладываете в этот период до конца лета, скорее всего, оно-то вас как раз и порадует. Но мы-то спросили про любовь, но ни одна карта не про любовь. Иногда туз жезлов может означать как вопросы страсти. Может быть, есть у вас такой человек, которого вы очень хотели бы видеть, но дверь закрыта. Может быть, вы и думаете, что да, я вот сейчас могу ее открыть, но не все так просто. Не все так вот как-то однозначно, потому что у нас впереди аркан Луна. И кто знает, это мы думаем, что мы сейчас тут пасы какие-то, и ну или это так условно я говорю, ну, что мы возобновим какую-то историю или будем продолжать, или сама по себе история будет тоже как-то продолжаться. Но мы с самого начала нашего расклада сказали, что на вас влияют как раз и решения других людей, и в том числе на вас влияют какие-то вообще внешние ситуации. Может быть, это то, что на более глобальном уровне. И часто туз жезлов делит нашу жизнь на период до и после. И я тут вижу, с каким-то финансовым прорывом будет связаны у вас новые энергии в вашей жизни, новое качество жизни. И не совсем, когда вам кто-то приходит вот так вот на помощь и решает ваши проблемы. Увы, это так. Хотя, может быть, я такое допускаю, кому-то это было обещано, мои дорогие. Итак, что же там вас еще ожидает в любви, в личной жизни? Ну, может быть, и не только про любовь. И снова нам нулевой аркан. Может быть, это вы как будто переключаетесь. Были планы и на личную жизнь. Но вышло так, как вышло. И вы уже понимаете, что если у меня, допустим, проблемы в плане жилища, да, вот как мы смотрели, или с чего мы начинали вашу сигнификацию, там у нас аркан правосудия, и что-то еще и не получается э, обустроить, согласовать, подписать по закону, как будто закон не работает, или, ну, вот какая-то очень специфическая ваша ситуация. И вы, словно, опять же, по этому аркану Луна, вы не хотите уже себе точно навредить, потому что уже более чем достаточно всяческих неопределенностей. И тем не менее, и сфера личной жизни, любви, она тоже сейчас не говорит ни разу о любви. Но она, может быть, вот, или вообще вот вся эта ваша история такая сложная, она вас переключает, переформатирует в сторону собственных достижений, когда
вы будете сами капитаном своего корабля, ну и заодно и штурманом. Но нулевой аркан– это как хаос перед началом творения, какая-то неразбериха. Вполне вероятно, и люди такие будут вам сталкиваться, даже если как новое знакомство, оно может быть по нулевому аркану. У кого-то вот это знакомство будет связано с тем, что как вы куда-то поедете, может быть, какие-то новые контактные лица. Или, может быть, это будет связано с работой, кстати. И вы расширяете диапазон общения. Тогда будьте аккуратны, внимательны, потому что первый аркан, опять же, Луна. Ну, не сглупить нам тут точно нужно. Ну, давайте теперь мы спросим, так а что ж там с работой и с финансами до конца лета? Что за расклад такой удивительный? Мы не знаем пока, куда идти, правда? Паш кубков. Эмоций много, желаний много. Но мы словно вот этот человек, который с лозой ищет воду в пустыне. Современная колода, и мы знаем, что очень много способов наверняка найти эту воду и уже успеть принять ванну, там, помыться под душем, правда, принять душ. Ну, он все ищет, убивает на самом деле время. Поэтому, может быть, и идет какая-то потеря времени или проба пера, проба себя в каком-то новом деле. Ведь мы смотрим и на заработки тоже. Вам хочется уйти. Вот вы знаете, смотрите, паш кубков иногда эта энергия очень напоминает пустые обещания, пустое ожидание. Может быть, и какую-то историю такую, когда ну, вас что-то радовало поначалу, а потом наступили будни, и в будни вы узнали, что да нет, вот зря на что-то надеялся или надеялась. И по пятерке пентаклей это тоже недостаток. Вот здесь недостаток правдивости какой-то и где-то наши розовые очки. А здесь недостаток взаимопонимания и недостаток финансов. Может быть, это основные движущие силы, когда вы вообще как будто с другой стороны, с другого подхода начнете решать свои вопросы и проблемы. Смотрите еще раз Паш. Но этот Паш– это тот, который вестник, приносит какую-то весть, или вы узнаете какую-то информацию, может быть, случайно. И это касается вашей работы, бизнеса, денег. И вот, наверное, с этого момента, правда, вы тут именно через деньги, начиная обустраивать свою жизнь или, может быть, пересматривая вопросы по части бизнеса, работы. Нам ведь тут сказали вот эти три карты, что вы, по сути, человек очень ресурсный, но вы, может быть, попали в какую-то сложную ситуацию, в какой-то сложный переплет. В конце концов, выпадает карта мага. Магами не рождаются, мои дорогие, магами становятся. И правда, это прежде чем мы поймем, как же нам действовать, и когда нам нужно подождать, а когда именно действовать, причем так красиво, исподволь, элегантно. Когда люди уверены, что это они сами принимают решение, а вам как будто по-другому и не получается, вам другого не остается. Иначе тогда вам задача выйти из какой-то патовой ситуации и одновременно, может быть, из финансового минуса. Или осуществить, если мы говорим переезд, или решить вопросы по жилью. А ведь это в конечном итоге-то ведь тоже в финансы упираются. Вот вы когда очень хладнокровно начинаете подходить ко всем этим вопросам, ваши задумки начинают сбываться. Но может начаться с какой-то ситуации. Может быть, она, или вот как я сказала, с информацией, она вам открывает как глаза на то, что происходит вокруг. Что еще ожидает этим летом? Вот вы смотрите, можно положить и так, что-то завершается, окончание. И если прежде вы не могли словно подняться с этого погоста, я надеюсь, все правильно понимают, 13-й аркан смерть– это не про смерть. Это именно финиш какой-то. Долгое время какая-то ситуация тянулась, и мы об этом говорили. Но вот теперь финал. И песочные часы в руках человека нам напоминают, время пошло, уже пошло. Поэтому твоя задача встать с этого погоста и выйти. Тут закрытых дверей в принципе нет. Вам уже ничто не мешает, мои дорогие. Поэтому, потому что предыдущая карта мага, и где-то может быть вот это разочарование, вот эти сложные эмоции, может быть и какие-то надежды, может быть и когда вы еще не привыкли к этим энергиям, но тем не менее, знаете, вам будет помогать, когда вы верите в самого себя или в саму себя. А вот начнете сомневаться,
Так вот, можно и подзастрять, а нам карты говорят нет. Нет здесь ни закрытых дверей, ни закрытых ворот. На выход как будто вот так вот, потому что прошлое, оно от тебя само отталкивается. Будет выбор у вас, мои дорогие, если мы говорим, что ожидает еще этим летом. У кого-то может быть, знаете, это вы станете интересными, потому что вы как-то по-другому начнете действовать, по-другому начнете думать. Может быть, раньше вы были, как я уже говорила до этих карт, были удобны. От вас более таких лояльных кто-то ждал энергии. А по аркану маг – это холодный человек. Это практик великий. Есть вот на практике. И я не собираюсь как будто добавлять туда эмоций к тем вопросам, которые нужно решать более рационально. Как только эмоции добавил, так и путаница пошла. Вот вы всяческую путаницу устраните сами, или то, что не устранится, само, видимо, где-то пытается от вас оттолкнуться. Может быть, даже просто вы не будете чему-то уделять внимание, и оно как будто, ну, неважно, в лице чего или кого. Это вас тоже оставляет. И следом идет какой-то выбор. Давайте мы с вами узнаем, что же еще ожидает летом, что это за выбор. Опять по пятерке жезлов. Вы знаете, тут может быть это люди, которым не следует доверять. У вас как жизнь один экзамен или многоступенчатый, назовем, экзамен. Сначала один экзамен, потом еще второй экзамен, и вам придется сначала один сдать, словно на какую-то категорию магов, может быть, и волшебников, а потом, оказываясь на каком-то плато, который вы достигаете, там вы тоже надолго не задержитесь. Вы от этой ступеньки пойдете еще выше, но люди вам будут встречаться разные. В виде людей, видимо, пространство Вселенной вам будет давать своеобразные экзамены. И вы знаете, все в вашей власти. Но будет зависеть от того, как вы сумеете договориться, как вы сумеете взаимодействовать, а то и манипулировать. Потому что будут и те люди, которые с вами тоже где-то настроены вами проманипулировать. И маг уже это чувствует. А по пятерке жезлов нас могут пытаться подцепить на какую-то информацию или на пустые, опять же, обещания, которые никогда не сбываются, или те ожидания, которые превращаются в вечность, мои дорогие. С другой стороны, и действовать-то по этой карте нам тоже не рекомендуют. Нам буквально говорят, ты сейчас возьмешь, маханешь вот этим молотом, да, ты кладку пробьешь. Но опять же, то, что ты увидишь, вовсе не обязательно тебе понравится. Вот обратите внимание. Двое пробивают двери. Ну, тут дверь, кладка, тут у нас ворота. И куда-то торопиться определенно не стоит. Поэтому будьте внимательны. Информацию перепроверяйте. Но, наверное, что еще происходит? Да? Когда вы окажетесь перед каким-то выбором, верьте в себя, верьте себе, слушайте интуицию. Вы маг и волшебник, а вот люди могут попросту врать. Может быть, они это делают ненарочно, может быть, это такой стиль поведения человека. Рыцарь жезлов, опять же, будьте готовы к неожиданностям. В конечном итоге, посмотрите, девятка кубков. Вы добьетесь своего. Девятка кубков – это больше финансовая карта. Хоть и кубки у нас, но это, знаете, та радость, когда у нас получается осуществить какой-то проект. Может быть, и даже те же самые деньги – один из способов взаимодействия с миром. Так вот, вы меняете свою стратегию какую-то финансовую. Или это будет касаться работы. Что-то вы здесь переиграете, и это вам, возможно, помогает, как и добиться статуса уважения. Может быть, свое творчество, таланты раскрыть как-то по-новому. Возможно, это будет связано где-то и с популярностью. Я такое тоже могу допустить. Тут мы все разные. Но, наверное, стабильность от начала до конца. Она к вам именно приходит через финансовое благополучие. Причем через ваше собственное. Либо это бизнес, личное дело, или, может быть, и какое-то построение карьеры. Я такое тоже допускаю. Что же важного произойдет еще? Будьте готовы к любому вообще повороту событий, мои дорогие. Смотрите,
по пятерке кубков прыгать нужно. Словно другого не остается. И тут не мешкая. Вы можете думать, что я никогда не прыгал или не прыгала, как вот эта девушка. Она кричит на помощь, но уже вечер, и в округе никого, и никто ей не торопится помогать. Вот вам, правда, какой-то путь сложный, как будто нужно пройти в одиночку. И тут, наоборот, вам только пытаются создать какую-то путаницу, а вам нужно выдержать, мои дорогие. Вот странно, ведь энергии лета, они совершенно не похожи на то, что вам выпало по раскладу. Я допускаю, что, конечно, мы все разные, но приготовьтесь, что произойдет важного. Может быть, вот этот как раз выбор, он словно, посмотрите, он будет между пятеркой кубков и пятеркой жезлов. И всегда недостаток, да? А еще у нас вверху пятерка пентаклей. Все какие-то пятерки, да, мелкие карты, но это то, что, увы, не добавляет улыбок на лице. Это то, что всегда сопряжено с недостатком приятных эмоций, когда мы преодолеваем какие-то преграды. Причем делать это нужно очень аккуратно. Может быть, мы совсем не обязательно, что мы будем действовать. Наоборот, вы выберете способ бездействия, мы говорили, да, а действия они у вас будут в каком-то другом ключе. Вот и вам, наверное, где-то придется и бездействовать, выжидать, анализировать, проверять информацию, а где-то буквально прыгать. Потому что выбор какой-то может быть достаточно сложный. И по-другому ведь здесь нельзя. Потому что вот как в этой карте словно ситуация постепенно подбирается к вам, достигая своего пика. Что же еще важного произойдет до конца лета? Есть и тот период, который как будто ожидание, да, мы говорим. Может быть, какая-то переписка. Может быть, и от документа иногда мы подаем на оформление и ждем какое-то время, что еще важного произойдет. Но это карта паузы. Но, видимо, пауза какая-то закончится, потому что по тузу мечей это мы уже этот лабиринт полностью прошли, и мы выходим из него. Вы действительно как-то решите вопрос. Мои дорогие, по десятке кубков, может быть, это будет связано и с личной жизнью, и с вашим местом пребывания, и одновременно финансовую какую-то историю. Я могу только сказать одно. Поскольку наш расклад, он не совсем такой какой-то стандартный получился. Но если мы рассматриваем, что же важного произойдет в вашей жизни еще, то тут стабилизироваться будет определенно что-то, потому что у вас и девятка кубков, и десятка кубков. Но, видимо, сложен путь мага, мои дорогие. У кого-то из вас может быть важное знакомство. Или когда вы стабилизируете ситуацию по финансам, у вас в вашу жизнь приходит и совершенно другой человек. И вот она, вы достигаете девятки пентаклей. Вот, наверное, мы тогда рассматривали, чего же вы хотите. Помните, да, это мы делали сигнификацию. И кто ж такого не хочет? Теплый, уютный дом, или мы хотим место нашей безопасности, или жизнь, чтобы она у нас была более такая понятная. И вот все же вы этого достигаете, по крайней мере, в какой-то степени до конца лета. Вы уже свою траекторию видите. Вот закончилась вот эта вся белиберда. Наверное, потому что аркан императрица и как раз и говорит, тут вам и дипломатия ваша пригодится. Где-то по аркану императрица, это вы к себе будете привлекать внимание. Вас люди будут уважать, понимаете? Поэтому вас будут готовы слушать, слышать, с вами выстраивать какие-то диалоги. И в этом будет ваша сильная позиция. И неважно, какие вы должности занимаете, но, может быть, вы умеете как раз вот эту диалоговую форму строить. И неважно, на какой ступени иерархии вам придется строить, тут у каждого своя ситуация. Но все решают люди, и с ними важно будет договориться. Вы с чем-то правильно сориентируетесь. Не случайно у вас здесь выпадали все же карты, которые нам в первую очередь, это первые были позитивные карты из всего какого-то расклада сложного, когда нам говорят все-таки про работу и про деньги. То есть, видимо, первый вопрос или первая задача – это решить какую-то финансовую проблему. И у вас это получается. И если мы говорим, маг великий практик, и правда у вас получается
и вот такую позицию занять или какие-то возможности свои увидеть, потому что у кого-то это буквально будет связано с какой-то новостью, может быть и неожиданной. Вы уже прочувствуете, как вы набираете темп. Но после этого, я говорила тоже о ступенчатости, здесь будут еще какие-то, как экзамены судьбы, но в конечном итоге, до конца лета, вот этот лабиринт ваш, вот эта многоступенчатость, многозадачность, какое-то не пойми что, так и хочется сказать, этот лабиринт, он у вас закончится. Вот это точно. И какая-то ясность наступит. И, кстати, тут уже нам и личную какую-то историю выпадает карта, и одновременно тема дома, финансы, словом, все те сферы жизни, которые мы рассматривали в нашем раскладе. Пишите, мои дорогие, как у вас откликается этот расклад. Для меня он, ну, совершенно неожиданный. Если действительно в реальной жизни у вас проигрывается как нечто необъяснимое или какая-то очень сложная ситуация, в которой и границ четких нет, и правил как будто нет, и словно вы в какой-то серой зоне, вы вынуждены какой-то период жизни вашей приспосабливаться, буквально так, вот по-другому ничего не остается, то я вам искренне желаю выдержать этот сложный период, потому что потом у вас действительно наступает больше ясности, больше понимания. Но, видимо, вот говорят, по судьбе, да, и, видимо, вам по судьбе довелось пройти такой сложный путь, из которого вы выходите, тем не менее, победителем. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.